человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рома. Эй, дьявол доведет до конца. Йо-хо-хо и бутылка рома. Мне тогда только-только исполнилось 15 лет. У моей матери был трактир «Адмирал Бенбоу». Стоял он на берегу моря вдали от деревни. В те осенние дни в нашем трактире поселился старый моряк с сабельным шрамом на щеке. Человек он был молчаливый, целыми днями бродил по берегу с медной подзорной трубой, а по вечерам спускался в общую комнату к камину. В один из таких вечеров и начались события, навсегда оставшиеся в моей памяти. Я помню, словно это было вчера, каким холодом повеяло из двери, когда вошел слепой. И как я бежал за помощью в деревню. Если бы мне на дороге не встретились доктор Ливси и сквайр со слугами, я бы никогда ничего не узнал про остров сокровищ. Кто скажет слепому, потерявшему зрение при защите Отечества: да хранит Бог короля Георга? Не ошибся ли я? Это трактир «Адмирал Бенбоу». Да, вы не ошиблись. А не скажет ли молодой хозяин, где сейчас мой друг штурман Билли? Кто стоит против меня? Ты, Билли? Стой, где стоишь. Не узнаешь старого корабельного друга? Это ты, Пью. Ага. Когда Флинт отдал концы, а ты исчез, ребята очень обиделись. Нехорошо бросать старых друзей. Говори, зачем пришел. Привет тебе. От одноногого. Черная метка. Дело есть дело.
У тебя есть час, Билли. Ну, Джим, беги, сынок. Джим, куда ты? Я скоро вернусь, мама. Почему он должен идти куда-то на ночь глядя? Я его не отпускаю. Через час я и гроша ломаного не дам за этот дом. Да и за вас самих, если нам никто не поможет. Вам тоже лучше уйти. А с какой-то стати я уйду из своего дома, сэр? Ваше дело, только залезайте в трюм и задрайте люки. Между прочим, вы мне должны за 2 месяца, мистер Бонс. А я еще хочу пожить в этой каюте. Билли, ты подумал? Ты на мели, Билли! Давай договоримся по-хорошему. Отдай нам карту, и мы уберемся отсюда. Ты слышишь, Билли? Ломай дверь, ребята! Хотите получить карту? Идите! Я вас жду! Что встали? Вперед, псы! Это Дерк, Пью! Надо уходить! Тулей, твой Дерк! Вперед! Вперед, ребята, в дом! В дом, быстрей! Куда? Бежать! Назад, скоты! Назад! Потерять все, я сам! Сам! Пустите меня! Пустите! Убью! Скоты! Убью! Пустите! А? Собаки! Пусти! Ну и оставайся, слепой черт! Крыса! А? Ребята! Джонни! Куда? Джонни! Том! Меня нельзя здесь оставлять! Том! А? Эй, там! Брось с дороги! Осторожно! Осторожно, дороги! Брось!
Он не был богатым человеком. Тогда зачем они приходили? А вы не догадываетесь, Ливси? Имя Флинта вам ничего не говорит? Ну, какие-то туманные легенды. Туманные? Возле Тринидада я своими глазами видел верхушки его парусов, сэр. Но наш капитан струсил и повернул корабль в Порт-оф-Спейн. Это был самый кровожадный пират в мире, сэр. Черная борода, перед ним младенец. Испанцы так боялись Флинта, что я порой гордился, что он англичанин. Да, безусловно, он был последний из настоящих. А сейчас это мерзавцы. Мы сейчас спустимся вниз, миссис Гокинс. Я накрою в комнате Джима. Мы очень рады быть гостями Джима. Да, ты проявил себя настоящим мужчиной, Джим. Заявляю это тебе с полной ответственностью. Вы ужасный человек, Ливси. Ужасный. Да перестаньте делать вид, что вы не замечаете этого пакета. Допустим, что это ключ к сокровищам Флинта. Но стоит ли связываться с этим темным золотом? Стоит. Милейший, стоит. Доктор, неужели вы никогда не мечтали просто выйти в открытое море под парусами, искать клад где-нибудь в тропиках? Есть ли он, нет ли его? В этом ли дело? Я немедленно снаряжаю корабль в Бристольских доках, беру вас и Гоккинса, и летом, раньше, весной выходим в открытое море. Да здесь какой-нибудь застиранный платочек, вышитый матерью. Он был сентиментален, как и всякий разбойник. Ну, хорошо, хорошо. Итак, если Джим согласен... Джим? На Пальмовой набережной он получил все, что ему причиталось. Интересно, что? Да сбудутся мечты Билли Бонса. Это не то, Ливси, это не то. Большое дерево на склоне подзорной трубы. В направлении к северо-северо-востоку. Золото здесь. Название Испаньола. Водоизмещение 200 тонн. Делает 12 узлов при бакштаге. Вооружение одна пушка вертлюжная. А как она слушается руля, Ливси? Некоторые имеют наглость утверждать, что мне продали ее втридорога, но это бесспорно клевета. Ну, вы ее увидите, Ливси. Капитана я подобрал первоклассного. Не побоюсь утверждать, что это лучший капитан этой части английского побережья. Опытный, с прекрасными рекомендациями, служил в военном флоте. Ну, несколько суховат, пожалуй, но зато на Испаньоле дисциплина будет как на военном корабле. Но как я намучился с набором команды, Ливси. Из сил выбился, нашел 6, а надо человек 20 на случай встречи с дикарями, пиратами или проклятым французом. И вы знаете, совершенно случайно в порту разговорился с одним человеком, который сразу устроил мне все это дело. Он старый моряк, держит таверну, знаком со всеми моряками в Бристоле. Жизнь на берегу расстроила его здоровье, и он готов выйти в море просто судовым поваром. Зовут его Джон Сильвер. В то утро он вышел в порт просто подышать соленым морским воздухом. У Сильвера нет одной ноги. Он потерял ее, защищая Англию под начальством адмирала Гокка. Он не получает пенсии, Ливси. В какие ужасные времена мы живем. В нашем положении не стоит доверять случайным знакомствам, Трелани. Я навел справки, Ливси. Джон Сильвер состоятельный человек. У него счет в банке и не маленький. Он женат. Я видел ее, Ливси, и, боюсь, понимаю, почему Джон так рвется в море. К вам. Капитан Смолет? Так точно, сэр. Просите.
Знакомьтесь, джентльмены, капитан Испаньолы, мистер Смоллет, мистер Ливси, судовой врач, Юнга Гокинс. Пора, джентльмены. Нас ждут. Ну вот, джентльмены, это Джон Сильвер. Добрый день, джентльмен. Ну вот вся команда, сэр. Как обещано. Народ все слабосильный, морского дела не знает. Удивляюсь просто, как мамаши отпустили их в море. Предупреди насчет кормежки. Мы больше всего любим пудинг с изюмом. Ну, что я вам говорил, сэр. Гэнс плавает 30 лет, а все только боцман. Правда, однажды ходил помощником капитана, но диплома нет, сэр. О'Брайен, плотник. Боб Эндерсон. Том Морган. Ничего, малый. На здоровьем слабовато. Джордж Мерри. Правда, чтобы вы не устали, сэр. Тут полный список со всеми их потрохами. А ты, как я понимаю, наш Юнга. Ты выбрал правильный путь, сынок. Настоящий адмирал начинает с Юнги. Дорогу надо пройти сначала. Вот, посмотри на Тома Моргана. Я ведь еще помню его Юнгой. Вот такой же был молодой, красивый, как ты. Но только уж очень застенчивый. Ну, совсем как девушка. Честный малый этот Морган, но ужасный тюлень. Держись ближе ко мне, я из тебя сделаю настоящего моряка. Ну ладно, ребята. Надеюсь, что в плавании вы будете давать поводы не для взыскания, а для благодарности. Обещаю, что в случае удачи нашей экспедиции, помимо жалования, вы получите дополнительное вознаграждение. Премного благодарность, сэр. Неплохая команда подобралась. Вы не находите, мистер Смоллет? В морском деле существует порядок. Капитан отвечает за безопасность корабля и за жизнь каждого человека на борту. Поэтому набор команды поручают капитану. По-моему, это правильно. А как по-вашему? Юнга! Ступай на камбус. Есть, сэр. Мы делаем не меньше 10 узлов, сэр. Возможно, сэр. Великолепно слушается руля, как хорошая жена мужа. Да, сэр. Поработайте. Есть, сэр. Еще немного этот человек окончательно выведет меня из терпения.
Заходи, Гокин, заходи. Никому я не рад, так как тебе, сынок. Я дам капитану Флинту. Угости. Капитан Флинт предсказывает, что путешествие будет удачным. Этой птице, наверное, лет 200, Гокинс. А попугаи живут без конца. Разве только дьявол повидал столько зла, сколько мой попугай. Он плавал с прославленным капитаном Инглендом пиратом. Он побывал на Мадагаскаре, в Суринаме, в Провиденсе, в Порто-Белло. Он видел, как вылавливает груз затонувших галеонов. Вот когда он научился кричать пиастры. И не мудрено. В тот день выловили 350 тысяч пиастров. Гокинса с виду сущий птенец. Но ты понюхал пороху, не правда ли, капитан? Поворачивай на другой галс. Он у меня настоящий моряк. Требуха акулья, кровь фиграм, душу вынул. Поживешь среди дегтя, поневоле запачкаешься. Эта бедная невинная старая птица ругается, как 1000 чертей. Она не понимает, что она говорит. Она ругалась бы, как говорится, перед Господом Богом. Разве он коп? Он ведь проповедник, быть ему епископом. А Джим, а? Как ты думаешь? Это что же вы такое делаете, приятель? Переносим игрушки на новое место, Джан. Какого черта? Они исполняют мое приказание. А вы, милейший, занимайтесь своими делами. Слушаюсь, сэр. По-моему, это прекрасный человек, капитан. Весьма возможно, сэр. Боцман! Фока-трисель ставить! Рея бросопить на левый галс!
Замысел его панамского похода был гениален. Но сколько городов погибло от рук этого человека? Ну что вы мне говорите о Моргане? Морган просто опоздал, все уже было открыто. Но Фрэнсис Дрейк, вот кто открывал новые земли. И Морган, и Дрейк были пираты. Они погубили тысячи людей. И никакими открытиями это нельзя оправдать. Спасибо, Джим. Поставь сюда. Ну бросьте, Ливси. Это были великие люди. Это слава Англии. Это позор Англии. Возьми, Джим, почитай. Тебе это будет интересно. Да, это неплохая книга, мой мальчик. Хотя ее и написал француз. Мне кажется, он был голландец. Ах, бедный мой Томми, бедный мой Том. Ой, зачем ты покинул старый свой дом? Ой, под парусом черным ушли мы в набег, все 75 человек. Прощай, Дженни, прощай, не грусти. Меня ты, Дженни, не жди. Меня ты, Дженни, не жди. Ах, бедный мой Томми, бедный мой Том. Ой, твой парус оборван, в трюме пролом. Ой, твой парус оборван, корабль затонул. Твой ветер удачи тебя обманул. Прощай, Дженни, прощай, не грусти. Меня ты, Дженни, не жди. Меня ты, Дженни, не жди. Мне отхватило ногу в том же деле, где старый Пью потерял свои иллюминаторы. Так после этого он стал проживать 1200 фунтов в год, словно лорд из парламента. И 2 года тому назад ему уже нечего было есть. Он просил милостыню, он воровал, он резал глотки и все-таки не мог прокормиться. Где он теперь? Умер и гниет в земле. Вот и будь пиратом. Да не будь только дураком. Каждый знает, как заработать, мало кто умеет сберечь. Все потому, что торопится. Будь моя воля, я бы позволил капитану Смолету довести нас хотя бы до посады. Тогда бы знал, что плывешь правильно, и не пришлось бы выдавать воду по ложечке в день. Но мы сами неплохие моряки. Неплохие матросы, хочешь ты сказать. Кто из вас вычислит курс, а? Вот то-то и оно. А спешат, вот народ, им бы только добраться до выпивки. А что мы сделаем с капитаном и с этими? Я голосую убить. Прошу только об одном, уступите мне сквайра. Я сам отрублю его телячью голову. Дик с нами. Он не из дураков, как некоторые. Молодец. Ну, когда начинаем? Мне до смерти надоел капитан. Ну, видишь, ты будешь по-прежнему спать в кубрике. Будешь жрать эту баланду, и ты будешь послушен и учтив. И не выпьешь ни капли вина до той поры, пока я не скажу тебе нужного слова. Понял, сынок? Понял-то я понял. Только я спрашиваю, когда? Когда? Как можно позже. Вот когда. Флинт бы уж давно стоял на капитанском мостике. Флинт, да, и Билли тоже. Это были приятные люди, веселые. Любили позабавиться. Только где они теперь? Вот вопрос. Сейчас в море вышел я. Я буду ждать, пока плод созреет. А когда он созреет, я его сорву. Достань-ка нам по яблочку, Дик.
И охота тебе сосать эту гниль. Ну, ладно. В таком случае, ну, за ветер добычи, за ветер удачи. Земля! Потом закричали «Земля!». Вот и все. Ребята! Видел ли кто-нибудь эту землю раньше? Я видел, сэр, я. Мы брали здесь пресную воду, когда я служил поваром на торговом судне, сэр. Поднимитесь сюда. Один матрос с нашего корабля знал все названия, которые здешним местам дали пираты. С севера на юг тут 3 горы. Фок, Грот и Бизань мачту. Но Грот мачту самая высокая. Вон она. Чаще всего называли подзорной трубой, потому что пираты устраивали на ней наблюдательный пост, когда стояли на якоре и чинили свои суда. Они тут обычно чинили свои суда. Прошу прощения, сэр. Посмотрите, милейший, тот ли это остров? Да, это он. Хорошо нарисовано. Интересно знать, кто его мог нарисовать. Пираты народ не ученый. Вы правильно выбрали место для стоянки, сэр. Лучшего тут не найти. Прекрасно. Помогите рулевому поставить шхуну и спасибо за помощь. Слушаюсь, сэр. Чуть-чуть переложи влево, братишка. Хорош. Мы можем положиться только на одного человека. На Сильвера. Клянусь богом, я сам сдерну его на рею. Он тоже хочет оттянуть взрыв. Если я отдам хоть одно приказание, нас разорвут на клочки. Могу я предложить некий план, сэр? Вы здесь, капитан, сэр. Распоряжайтесь. Нужно отпустить команду на берег. Сильвер их там уговорит. Если поедут все, мы захватим корабль. И тогда нужно уходить отсюда как можно скорей. Пусть они подыхают здесь со своим золотом. Вы не согласны со мной, джентльмены? Я один виноват в этой отвратительной истории. Мы подчиняемся вашим приказаниям. Я никогда не видел, чтобы люди бегали так быстро, сэр. Им его нипочем не поймать. Джентльмены, мы не можем уйти в море без мальчика.
Вот здесь обозначен чистокол и Благаус. Но главное – родник. Но наша крепость – это корабль. В этой крепости на исходе пресная вода, сэр. Да. Ты же не трус, Джон. И у тебя есть совесть. Какого черта ты с ними связался? Я же хочу спасти твою шкуру, потому что люблю тебя всем сердцем. Ведь все уже сделано, ты ничего не изменишь. В команде были честные люди. Время для размышлений кончилось. Значит так, Алан тоже не согласился? Похоже на то. Назад, назад, назад. Ладно, Джон Сильвер, назад так назад. Я знаю, среди вас есть честные люди. Я покидаю корабль и приказываю вам следовать за вашим капитаном. Даю вам 30 секунд. Ты плохо умрешь, сынок. Остальные в трюм. Живо! Ну! Спустите флаг. Есть, сэр. Пушка, сэр. Чаще греби, ребята. Генс был у Флинта канониром. Кто у нас лучший стрелок? Безусловно, Трелани. Если можно, Генца. Стой! Флинт на шхуне! Флинт на шхуне! Нет, Флинт умер. Ты с одноногим? Нет. Значит, ты с теми. А как тебя зовут? Джим Гокинс. Джим Гокинс. Ты чего испугался? Я такой же человек, как и ты. Я 3 года прожил на этом острове.
Засну и вижу все человеческое. У тебя нет кусочка сыра? У меня ничего нет. Ну ничего. Ты чего плачешь? Я не знаю, что мне делать. Ты славный малый, Джим. Положись на меня, я тебя выручу. А теперь расскажи мне только правду. Что там у вас происходит? На этой шлюпке я рыбу ловлю. Это Флинт построил частокол. Много лет назад. Но и голова был этот Флинт. Никого не боялся, кроме Сильвера. Пошли. Нет, меня туда не заманишь. Ты-то хороший мальчик. А тех я еще не знаю. Ты скажи своему доктору. Важное предложение. Пусть приходит один. Я буду ждать с полудня до 6 склянок. И скажи, только при личном знакомстве возможно доверие. Все по местам? Капитан Сильвер, сэр, хочет подняться к вам на борт и заключить договор. Капитан Сильвер? Я такого не знаю. Это я, сэр. Дайте мне слово, капитан, что вы отпустите меня отсюда живым. Если вы хотите говорить со мной, ступайте сюда. Этого достаточно, капитан. Эти бедняги выбрали меня капитаном после вашего дезертирства с корабля, сэр. Садитесь, любезный. В такое холодное утро плохо сидеть на песке. Ну, ладно. Джим, здравствуй, сынок. К делу. Согласен. Дело прежде всего. Видите ли, нам нужна карта. А вы, конечно, желаете спасти свою жизнь, имеете на это полное право. Вот наши условия. Вы отдаете нам карту и не мешаете грузить сокровища. За это мы перевозим вас куда-нибудь к берегу или оставляем здесь, разделив провизию поровну. И я обещаю прислать первый же встречный корабль. Надеюсь, все ваши люди слышат меня. Сказано одному, сказано для всех. Все. А теперь послушайте меня. Если вы сложите оружие, придете сюда, я закую вас в кандалы, отвезу в Англию и отдам под суд. А если не явитесь, запомните, что меня зовут Александр Смолет, и что я не пощажу никого. Сокровища вам не найти. Управлять кораблем вы не умеете. Сражаться тоже не мастера. Вы крепко сели на мель, капитан Сильвер. И это последнее доброе слово, которое вы слышите от меня. А теперь убирайтесь, любезный. Дайте мне руку. Кто из вас даст мне руку? Ладно. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидует мертвому.
Кто разрешил уйти с постов? Вы меня удивили, сэр. А вы, доктор, носили военный мундир. И если вы так исполняли свой долг при Фонтенуа, я вас не поздравляю. Дьявол, становится скучно. Без сквозняка нам будет трудно. Грей, посвисти. Может быть, ветерок подует, а? Позвольте спросить, сэр. Если я увижу кого-нибудь, я должен стрелять? Разумеется. Спасибо, сэр. Попал ты в кого-нибудь? Нет, сэр. Кажется, не попал, сэр. Заряди его мушкет, Гокинс. Пулю класть или не надо? Прекрати все это, Джим Гокинс. Внимание! Тортики, в рукопашную! Все в укрытие! Они получили свою порцию на сегодня. В этот момент я почувствовал, что не могу больше оставаться в крепости. У меня было одно желание – отомстить, захватить у пиратов корабль. Если бы я знал, что у доктора с островитянином возник план отдать Сильверу крепость и уйти в горы, я бы не поступил так безрассудно. И тогда, может быть, все было бы по-другому. Доктор Ливси. Ну что ж, джентльмены, это было весьма полезное знакомство. Спасибо Джиму. Кстати, где он? Он исчез, Ливси. Сбежал, сэр. Что?
Ты откуда взялся? Ты срезал якорь? Да. Ну, и что ж ты собираешься делать? Где О'Брайен? Плохой был моряк. Слушай, Гокинс, самому тебе с кораблем не справиться. Но до берега ты, конечно, добраться не проще. Может, поговорим об этом? Ну? Перевяжи меня. А я тебе скажу, как управлять кораблем. На старую стоянку. Я не вернусь. Что я не понимаю? У меня выбора нет. Выигрыш твой. Возьми покруче к ветру, капитан Гокинс. Так. Слушай, Гокинс, принес бы ты мне что-нибудь поесть. И бренди захвати. Закрепи колесо. Она сама побежит. Что за несчастный корабль? Это Испаньола, Джим. Сколько бедных моряков погибло с тех пор, как мы покинули Бристоль. Никогда я не видел такого неудачного плавания. Вот и О'Брайен умер, и я долго не протяну. Если вам так плохо, вы бы покаялись, пока не поздно. Покаяться? В чем? Вы говорите, сколько людей погибло на Испаньоле? А разве не вы с Сильвером толкнули их на это? И ради чего? А теперь вы не знаете, в чем вам каяться. А ты? Ты-то разве не за золотом приплыл сюда? Тридцать лет я плаваю по морям. Видел и хорошее, и плохое. Но никогда не видел, чтобы добродетель принесла бы человеку хоть какую-нибудь пользу. Ну, довольно болтать чепуху. Прилив уже начался. А вон и бухта за тем мысом. Слушай мою команду, капитан Гокинс. Левей, прямо на то дерево! Там мель! Смели снять ерунда, канат за дерево, конец сюда и мотай на шпиль. Но, капитан, не зевай! Теперь правей! Есть, сэр! Правей! Еще правей! Еще! Еще правей! Так, держи по ветру, друг сердечный!
Не надо, мистер Генц. Не надо. Не надо дальше, я выстрелю. Пожалуйста, мистер Генц. Я выстрелю. Дик, запали факел! Да это Джим Гокинс, черт меня побери, пришел к нам в гости. Очень мило с твоей стороны. Я всегда хотел, чтобы ты присоединился к нам и стал бы настоящим моряком. Наверное, ты для этого и пришел. Так мы тебя слушаем. Джентльмены, вы вовсе не обязаны стоять перед мистером Гокинсом на вытяжку. Садитесь. Ну? А что я должен говорить? Как что? Например, куда девался корабль, ты ведь знаешь. Нет, этого я не скажу. Скажешь. Ой, ты кто такой? Джордж Мэри, здесь что? Два капитана. Джордж правильно делает. Пусть он скажет, где корабль. Заткнись. Что-то я тебя не пойму, Джон. Хватит окорок. Много надо мной было командиров. Ах, вот как вы заговорили. Ну что же, вы считаете себя джентльменами удачи, вы знаете обычаи. Выходи, я готов. Я увижу, какого цвета у него потроха, прежде чем погаснет эта трубка. Вот так вы всегда. Кто тронет мальчишку, будет иметь дело со мной. Он заложник, безмозглые бараны. И вообще он вдвое больше похож на мужчину, чем крысы вроде вас. Прошу прощения, сэр. Но вы часто нарушаете наши обычаи. Команда недовольна. А между тем разрешите сказать, что у этой команды есть такие же права, как у всякой другой. Прошу прощения, сэр, так как вы у нас все же капитан. Но мы хотим воспользоваться своим правом и уйти на совет. Согласно обычаю. Подойди-ка сюда, сынок. Плохи наши дела, Джим. Сейчас меня сместят, а это тебе крышка. Бежать тебе некуда. Твои от тебя отреклись. Я знать не желаю, где этот мальчишка, сказал доктор сегодня утром. Где они? Не знаю. Вот и получается, что игра твоя кончена. А жаль. Выходит, дело я твоя последняя карта. Попробую помочь. Если ты дашь слово спасти меня от виселицы. Ну? Я сделаю, что смогу. Значит, по рукам. Пестрый! 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 Ну, смелее, я депутата не трону. Ну, давай, Уволень, что там у тебя? Черная метка, конечно. Где вы достали бумагу? Это что из Библии? Эх, вы несчастные. Что я говорил? От виселицы вам теперь не отвертеться. У кого вы взяли эту Библию? У меня.
Ну, песенка твоя спета. Пропало твое дело, накажи меня Бог. Ну-ка, что там? А, низложен. Какой красивый почерк это твой. Ты у нас первый человек в команде, Джордж. Хватит. Не мешай выборам капитана. Тебе придется немножечко обождать. Сначала предъявить обвинения, а я на них отвечу. А до той поры я еще капитан. И ваша метка стоит не дороже сухаря. Не бойся, мы обычаев не нарушаем. Вот тебе по пунктам. Во-первых, ты провалил все дело. Во-вторых, ты позволил этим уйти, хотя они здесь были в ловушке. Не знаю, зачем они хотели уйти, но ясно, что они зачем-то хотели. В-третьих, ты запретил нам преследовать их. Он, видите ли, договор заключил. Двойную игру ведешь, Сильвер. В-четвертых, отдай нам мальчишку. Все. Достаточно. Вы говорите, что дело плохо. Вы даже не подозреваете, как оно плохо. Мы так близки к виселице, что шея моя деревенеет. Болтаемся мы в звенящих кандалах. А вороны кружатся над нами. Моряки показывают на нас пальцами, кто это. Это Джон Сильвер, я его хорошо знал. Вы же знаете, что я хотел. Не спешите. Если бы вы слушались меня, Испаньола уже шла бы к Бермудам, неся в трюмах все золото Флинта. Но кто мне мешал? Кто меня торопил? Кто заварил всю эту смуту? Генс и Джордж Мэри. У вас ни рассудка, ни память. Вы думаете, я бы стал болтать с этим доктором, если бы у меня не было причины? Вы забыли, зачем мы здесь? Мы здесь вот за этим. Вот. Эй, гарнизон! Здравствуйте, доктор. С добрым утром, сэр. Рано же вы поднялись. Я принес бинт и лекарства. Как раненый? Да ему лучше, сэр. У нас есть для вас сюрприз, сэр. Сюрприз? Интересно, какой? Я хочу поговорить с ним. Я знал, что вы захотите с ним поговорить. Пожалуй, это можно будет устроить. Назад. Но с одним условием. Он будет с этой стороны чистокола. Гокинс, ты можешь дать мне честное слово, что не удерешь? Честное слово, сэр. Ты мне всегда нравился. Только ты не торопись, дружок, а то они разом кинутся на нас, если заметят, что мы торопимся. Я отхожу в сторону. Я оставляю вас наедине. И пусть Джим расскажет, как я спас ему жизнь. Хотя чуть не лишился капитанского звания. Неужели вы боитесь, Джон? Вы добрый человек, правдивый. И вы не забудете сделанного мной добра. Вы видите? Я отхожу. Итак, Джим, что посеешь, то и пожнешь. Ты сбежал из форта, когда там осталось только 3 здоровых. Доктор, пожалуйста, не ругайте меня. Меня бы уже убили, если бы не Сильвер. Смерти я не боюсь, но они хотели меня пытать, чтобы узнать, где корабль. Он в Северной бухте. Мой мальчик. Что это? Это Генц. Я убил его. Джим, перелезай через забор и беги. Я дал честное слово. Я возьму этот грех на себя. Перепрыгивай и бежим.
Нет, вы сами не поступили бы так. Да. Ладно. Ты знаешь, это твой островитянин с утра до вечера твердит, какой ты прекрасный парень. Сильвер! Я постараюсь спасти вас от петли. И родная мать не утешила бы меня лучше, сэр. Но ваша жизнь зависит от жизни этого мальчика. Но это ясно как день. Кстати, когда вы отправляетесь за сокровищами? Боюсь, что мне не сдержать их. Это будет сегодня и скоро. Постарайтесь, чтобы это было не очень скоро. Ну, до скорой встречи. Держите мальчика возле себя и не собирайтесь в кучу. Держите расстояние, как подобает капитану. Вот бинт и лекарства. С тех пор, как я стал врачом у бандитов, точнее, тюремным врачом, я считаю своим долгом спасти их для виселицы. Ведь я видел, как он уговаривал тебя удрать. Краешком глаза, но видел. Ты настоящий джентльмен, Джим. Спасибо тебе. Высокое дерево на склоне подзорной трубы к северу от северо-востока. Это не здесь. Ищите проход. Эй! Моряк. Полагаю, ты не рассчитывал найти здесь епископа. Кости длинные, это не Бенган. Может, и Бен. Волосы рыжие. Да это же Лайдерс. Ты помнишь о Лайдерстом? Он остался мне должен. Даже мой нож прихватил, когда уезжал на остров. Все 6 где-нибудь тут. 7. Почему 7? Флинт взял с собой 6, а нам запретил высаживаться. Они пробыли на острове неделю, а мы просидели на Кассандре. Ночью отправили Пенагана вплавь поглядеть осторожно, где это там зарывают дублоны. Да, видно, осторожности у него не хватило, он не вернулся. Через 2 дня увидели шлюпку, в ней сидел Флинт. Голова его была повязана синим платком, на плече сидел попугай, вот этот. Те 6 были сильные люди, да и Бен. Как Флинт расправился с ними, знает только эта птица. Но она об этом не рассказывает. Честное слово, у меня все холодеет при одной мысли о Флинте. Ты многое потерял, что не успел познакомиться с ним. Такие люди запоминаются навсегда. Он понимал толк в шутках. Да. Как я полагаю, это указательная стрелка. 700 000 фунтов ждут нас вон там. Есть тут проход! Джордж, пойдешь вперед.
Держи-ка, сынок, придется справляться самим. Приятели, Гинея! Одна гинея. Лопни мои глаза. Видишь гинею, одноногая тварь? Где? Твои 700 тысяч! Копайте, копайте, ребята, авось найдете пару желудей. Ах, пару! Ты никогда не будешь капитаном, Джош. Джим, мы опоздали из-за этих чертовых скал. Вы поспели как раз вовремя, сэр. Будь проклят этот остров. Ах, это ты, Бенган. Рад тебя видеть живым, здоровым. Могли бы не встретиться. Флинт тебя видел тогда на острове? Нет. Но я видел, как он убивал их одного за другим. И как ты убил Мэри, тоже видел. А где же это? У меня. Я перетаскал его на собственном горбу. Оно тяжелое, Джон. Что ты думаешь делать? Пока еще не решил. У этого золота было слишком много хозяев, чтобы кто-то мог один прибрать его к рукам. У тебя с ним будет много хлопот, да и не у тебя одного. Конечно, пока ты жив. Но все воля Господня. Мне мало что остается добавить. Мы благополучно вернулись в Англию. Но плавание наше было тяжелым. Нас было так мало, что приходилось работать сверх сил. В первом же порту, куда мы зашли подрядить матросов, Сильвер бежал с корабля. Он навсегда ушел из моей жизни, и кто знает, где он теперь. Когда мы погрузили сокровища на корабль, матросский кубрик, в котором уже некому было жить, оказался набит золотом. Это были сокровища Флинта. Те самые, ради которых мы проделали такой длинный путь, ради которых погибли 15 человек из экипажа «Испаньолы». Каждый из нас получил свою долю, и, пожалуй, прав был доктор, назвав это дележом добычи. Бен Ганн истратил все в 3 недели и явился нищим к сквайру. Рана капитана оказалась серьезной. Он оставил морскую службу. Живет в маленьком городке, из окна его дома не видно моря. Доктор бросил практику, уехал в Лондон. Мы с ним редко видимся. В жизни сквайра мало что изменилось. Он любит рассказывать гостям о наших приключениях, но эти красивые истории мало похожи на правду. А я не хочу вспоминать остров. До сих пор мне снятся буруны, разбивающиеся о его берега, и я вскакиваю по ночам с постели, когда мне чудится хриплый голос капитана Флинта. Пестры! Пестры!
Пестрый!